Человечество привыкло воспринимать быков через призму страха или чистой утилитарности. В нашем воображении это мощные, почти мифические существа. Горы мышц, острые рога, копыта, выбивающие искры из земли. Мы видим их на аренах Испании, где они олицетворяют ярость, или на фермах, где они лишь статистическая единица в цепочке производства. Мы редко задумываемся о том, что под этой массивной шкурой бьется сердце, способное на тончайшие эмоции, а за грозным взглядом может скрываться душа, раздавленная одиночеством. История бандита — это вызов нашему восприятию. Это рассказ о том, как нежный гигант провел 1,5 года в условиях, которые превратили бы в безумца любое живое существо. Это хроника того, как одна цепь может остановить жизнь и как одна встреча может запустить ее заново. Представьте себе мир, размер которого не превышает 2-3 квадратных метров. Это не комната, не загон, это бетонный пенал. Именно здесь бандит провел свои первые 18 месяцев. Для молодого быка, чьи инстинкты требуют простора, бега и исследования территории, это заточение было медленной пыткой. Его окружали серые кирпичные стены, покрытые слоем пыли и копоти. Под копытами не было ни травинки, ни клочка мягкой земли, только холодный, жесткий бетон, который со временем начинает разъедать не только копыта, но и волю к жизни. Воздух в этом помещении был тяжелым, пропитанным запахом аммиака и застоя, но самым страшным элементом этого мира была цепь. Тяжелая, ржавая, она крепилась к толстой металлической перекладине. Длина цепи была рассчитана с математической жестокостью. Ее хватало ровно на то, чтобы бандит мог сделать 1 шаг к кормушке и 1 шаг назад. Он не мог развернуться, он не мог почесать бок о стену, он не мог полностью вытянуться во время сна. Каждое его движение сопровождалось лязгом металла, звуком, который за 1,5 года стал единственным саундтреком его существования. В глазах бандита застыла апатия. Это не была злость, это было полное, абсолютное отсутствие надежды. Летом 2014 года в этот склеп вошел человек по имени Кристиан. Он представлял организацию, занимающуюся реабилитацией сельскохозяйственных животных, но для бандита он стал чем-то большим. Он стал первым существом, которое посмотрело на него с любовью, а не с расчетом. Когда Кристиан приблизился, произошло нечто, чего не ожидал никто из присутствовавших. Логично было бы предположить, что бык, измученный людьми, проявит агрессию. Но бандит, этот массивный зверь, способный одним движением головы сокрушить человека, проявил небывалую нежность. Он медленно потянулся к Кристиану. Его огромный влажный нос коснулся руки спасителя. Бандит начал лизать его ладони, словно пытаясь понять, неужели этот теплый, пахнущий свежим воздухом человек настоящий? Кристиан не просто осматривал животное. Он разговаривал с ним, гладил по мощному загривку и обещал, что это их последняя ночь в темноте. В ту минуту между человеком и быком возникла невидимая нить доверия, которая станет фундаментом для всей последующей истории. Наступил момент истины. Кристиан подошел к креплению цепи. Весь процесс освобождения занял не более минуты, но эти 60 секунд стоили для бандита всей предыдущей жизни. Мы часто воспринимаем свободу как абстрактное понятие, но для этого быка она имела вполне конкретный звук — щелчок открывающегося карабина. Когда тяжелое кольцо соскользнуло с шеи и с глухим звоном упало на бетонный пол, в амбаре воцарилась тишина.
Бандит замер. Мышцы его шеи, привыкшие к постоянному давлению металла, непроизвольно сократились. Он все еще стоял в той же позе, в которой провел последние 500 дней. Его мозг отказывался верить, что невидимый барьер исчез. Кристиан сделал шаг назад, приглашая быка следовать за собой. Бандит медленно, почти неуверенно переставил переднюю ногу. Цепь не натянулась. Он сделал второй шаг. Тишина. Третий шаг вывел его из зоны привычного заточения. Его ноги, не знавшие нормальной нагрузки, немного подрагивали, но с каждым сантиметром в нем просыпалась древняя, заложенная природой сила. То, что зафиксировала камера в следующие минуты, стало виральным не из-за спецэффектов, а из-за чистой, концентрированной искренности. Осознав, что пространство вокруг него теперь безгранично, бандит взорвался. Это был не просто бег, это был экстаз. Огромный бык весом в несколько сотен килограммов начал прыгать. Он подбрасывал задние копыта к потолку, делал резкие пируэты и взбрыкивал, как маленький теленок на первом весеннем лугу. В его движениях не было грации в классическом понимании, но в них была высшая эстетика жизни, которая берет свое. Особую роль в этом триумфе сыграла солома. Для узника бетонного пола гора свежей, золотистой соломы стала порталом в рай. Бандит делал с ней невероятные вещи. Он буквально нырял в нее головой, зарываясь по самые рога. Он подбрасывал огромные охапки в воздух, празднуя свой собственный соломенный салют. Он падал на колени и терся мордой о мягкие стебли, впитывая их запах. Запах солнца и полей, которого он был лишен. Другие коровы и быки, стоявшие в своих стойлах, замерли. Они смотрели на бандита так, словно видели перед собой пришельца. Он стал для них символом невозможного. В этот момент бандит не просто радовался, он исцелялся. Каждое его движение вымывало из памяти месяцы неподвижности и боли. Но спасение не ограничивалось одним амбаром. Впереди был путь в новый дом, реабилитационный центр, расположенный среди зеленых лугов. Бандит, который раньше не видел ничего дальше кирпичной стены, проявил удивительное спокойствие. Он полностью доверился Кристиану и без колебаний зашел в транспортный трейлер. Когда двери трейлера закрылись, бандит в последний раз вдохнул затхлый воздух своего старого пристанища. Это было окончательное прощание. Машина тронулась, и каждый километр пути отделял его от прошлого, где он был вещью, приближая к будущему, где он станет личностью. По прибытии на место бандита ждало новое потрясение. Его вывели в вольер, который был больше всей его предыдущей фермы. Там было небо, там был ветер, и там было так много соломы, что она казалась океаном. Едва копыта бандита коснулись этой новой земли, его танец начался с новой силой. На этот раз это было уже не просто удивление, а осознание. Я дома. Самый сильный, самый душераздирающий момент произошел, когда первая эйфория утихла. Кристиан зашел в загон к бандиту, чтобы просто побыть рядом. Бык, который только что носился как безумный, мгновенно успокоился. Он медленно подошел к человеку. Не для того, чтобы попросить еды. И не из любопытства. Бандит сделал то, что обычно делают собаки или кошки. Существа, которых мы считаем домашними любимцами. Он склонил свою огромную голову и нежно положил ее на ногу Кристиана. Это был жест абсолютной капитуляции перед добротой. Тяжелая голова быка покоилась на колене человека.
Кристиан гладил его по лбу, и в этой тишине было сказано больше, чем в любых манифестах о правах животных. Это было признание. Ты спас меня не только от цепи, ты спас меня от одиночества. В этом контакте двух разных видов была заключена величайшая истина. Сострадание не знает биологических границ. История бандита не закончилась в тот день. Он стал символом для сотен других животных. Центр реабилитации, куда он попал, спас уже более 500 голов скота из аналогичных условий. Каждая корова, каждый теленок, попадающий туда, проходит тот же путь — от цепи и бетона к траве и ласке. Случай с бандитом показал миру, что сельскохозяйственные животные — это не безликие ресурсы. У них есть характер, у них есть память, и самое главное, у них есть способность к счастью. Кристиан и его коллеги продолжают свою работу каждый день, доказывая, что наше отношение к тем, кто слабее нас, это и есть истинное мерило нашей человечности. Сегодня бандит живет жизнью, о которой он не мог даже мечтать в своем темном стойле. Он видит смену сезонов, он чувствует дождь на своей шкуре, он общается с другими быками. Но каждый раз, когда Кристиан проходит мимо его загона, бандит отрывается от своих дел и подходит к ограде. Их связь осталась такой же крепкой, как в ту первую ночь. Это напоминание всем нам о том, что даже самая тяжелая цепь может быть разбита, если найдется человек, которому не все равно. Бандит больше не прикованный бык. Он — манифест жизни, которая восторжествовала над жестокостью. И его танец продолжается в каждом спасенном сердце.